Привет! Я Анна Кучина, специалист по соционике. И сейчас хочу рассмотреть в данном видео 5 самых популярных вопросов в соционике, которые чаще всего задают на консультации. Итак, первое – это может ли меняться социотип в течение жизни? Вопрос самый часто задаваемый даже в комментариях на моем YouTube-канале, потому что люди меняются. Им кажется, что в детстве они были одни, а когда они вырастают, подростковый возраст, юность и так далее, что человек развивается и, возможно, он уже изменился. Говорят, я же тогда была одной, теперь я другая. А на самом деле хочу объяснить, что такое социотип. Социотип – это наработанные врожденные нейронные связи в определенных участках мозга. То есть какая-то функция мозга работает лучше. Что это значит? То есть у вас есть врожденные таланты, и тогда мы можем дальше рассмотреть понятие таланта. Талант – это что-то, что вы умеете лучше всех и чему вас никогда никто не учил. То есть есть что-то, чем вы владеете автоматически прекрасно. Это про вашу природу, и это врожденное. То есть вы родились, и вы умеете, например, прекрасно строить взаимоотношения или чудесно видеть причинно-следственные связи. То есть что-то, что у вас уже развито от природы, чего не нужно нигде учиться, не нужно развивать, оно уже есть. Это и есть социотип. Он предполагает, что какие-то функции мозга сильные, какие-то функции мозга более слабые, то есть информационный метаболизм налажен определенным образом врожденно. Человек далее развивается, и если мы возьмем позитивный аспект развития, тогда мы видим, что его сильные стороны расцветают, усиливаются, и этот человек живет свою прекрасную, счастливую, очень комфортную жизнь и в своем большом максимуме. Мы тогда видим максимально сильных, максимально прекрасно развитых людей, которые сегодня популярны, известны и так далее. И видно, что они работают согласно своим сильным сторонам, согласно своего социотипа. Вот это будет ответ на первый вопрос. Второй вопрос – это что делать, если я узнаю себя в нескольких социотипах, если мне кажется, что у меня два социотипа. Как здесь работает программа? То есть, понимая первый вопрос, что социотип врожденный, мы понимаем, что два социотипа или три быть не может. Но в чем здесь может быть загвоздка? Каждый из нас живет в определенной семье. Нас воспитывают родители, бабушки, дедушки, различные морально значимые люди. И ребенок, развиваясь, имеет такую необходимость копировать старших, копировать человека, от которого зависит его жизнь. Это происходит благодаря зеркальным нейронам. То есть он смотрит и подсознательно впитывает как губка какие-то поведенческие паттерны, какие-то механизмы, вести домашнее хозяйство, строить взаимоотношения, общаться с мужчинами. То есть я как девочка смотрю на свою маму и смотрю, как она кокетничает, как она ведет себя с папой, как она работает и так далее. И, например, моя мама, она другого социотипа. Соответственно, в соционике есть такой термин, который предполагает, что у вас есть наработанные навыки некоторых других социотипов. Это не есть ваша природа, это не есть ваши таланты, но благодаря этим зеркальным нейронам вы научились действовать точно так же, как ваши родители. И тогда мы понимаем, что в вас живет еще другие социотипы. Например, как я лирик, Есенин, и моя мама Штирлиц, и где-то я веду хозяйство, как она, где-то я функционирую, как она. И я вижу, что это приобретенное, что это наработанное. Это не мои врожденные таланты. И задача вас, когда вы приходите на типирование, это прежде всего узнать себя, понять, кто вы, и это все отделить ваших родителей, отделить ваши приобретенные навыки от тех талантов врожденных. И здесь мы приходим к такому знаменателю, что нужно проходить консультации у каких-то очень хороших специалистов, потому что тестирование сегодня не работает. Если вы делаете тестирование и смотрите, что вы сегодня один социотип, завтра вы другой социотип, это не значит, что вы изменились, это значит, что вы еще неверно себя типируете, потому что тесты сегодня, к сожалению, пока что не работают. То есть можно пойти на консультацию к специалисту, где вам помогут узнать себя. То есть не скажут ваш социотип, а благодаря тому, как вы будете отвечать на вопросы, вы сможете это проанализировать, вы придете к своей природе, к тому, какой вы есть на самом деле. То есть это всегда не два социотипа.
Есть еще следующий нюанс в этом же вопросе, это понятие самодуализации. То есть когда человек настолько прекрасно развивает свои сильные стороны и стороны, которые он ждет поддержки от мира. То есть это не слабые стороны, это стороны, которые предполагается, что за эти вопросы будет отвечать его партнер. И есть такая степень взрослости, такая степень самореализации человека, когда он умеет и применять свои таланты и поддержать себя самостоятельно. Один из таких типов личности для меня лично это Лагерфельд. То есть он умел делать великолепные шоу, как Гамлет, и вести жестко бизнес, как Максим Горький. И до сих пор многие соционики борются, какой же он социотип все-таки. И для меня он прекрасен. То есть это максимально самодуализированный человек. И такая задача, наверное, лежит у каждого из нас, уметь дать поддержку самому себе по своим слабым сторонам. Это не значит развивать болевые качества или какие-то очень слабые. Это значит просто развиваться и уметь поддерживать себя самостоятельно. Как еще, помимо этого, мы можем таким образом самодуализироваться, увидеть, что в нас есть еще внутри наш вот дуал. Да? Про дуальные отношения вы можете посмотреть в моем другом видео, оно есть уже здесь на YouTube. И это, например, если ваши родители это ваши дуалы, и тогда вы понимаете, что у вас есть, благодаря вот этим же зеркальным нейронам, наработки ваших дуалов. И очень удобно, конечно, когда у мама такой же человек, да, тождественный, например, как ребенок, или, например, дуал ребенка, тогда ребенок может впитать различные паттерны поведения и своего дуала, и своего тождественного, то есть для него это будет правильно. Но таких семей очень мало, когда это дуализированные семьи, когда семья идеально слажена, они абсолютно классно дополняют друг друга, и ребенок может брать и от мамы, и от папы, максимально вот такие развивать свои стороны и максимально много в принципе брать для себя, и все для него ложится. Такое бывает редко. Хочу подсуммировать, что, соответственно, социотип 1, но мы можем или развивать его, или наоборот, родившись в семье, где это не принимается, угнетать его, и тогда мы не можем понять, какой это социотип. Для этого, опять-таки, нужна специальная отдельная консультация. Вот. Давайте рассмотрим третий популярный вопрос, который есть. Это о том, что бытует мнение, что гармоничные, приятные взаимоотношения могут быть только в дуальной паре. Это и миф, и легенда, и правда одновременно, потому что если мы рассмотрим, что такое дуальные взаимоотношения, тогда это взаимоотношения максимального комфорта и максимального расслабления. И человек, который сталкивается со своим дуалом, для него это максимально комфортный человек, потому что то, на что у него в мир есть запрос, например, у меня есть запрос на защиту, соответственно, у моего дуала максимально сильная функция, волевая сенсорика, она защищающая. То есть на то, на что у меня есть запрос, у него этого много. Точно так и наоборот, на что у моего дуала есть запрос, да, на вот такую тонкость, на интуицию, на этичность, у меня этого много, и при этом у нас одинаковые ценности. Но давайте вспомним, что задача в жизни человека у каждого разная, и она может быть под определенный запрос. Мы можем рассмотреть, какие в принципе взаимоотношения бывают. Они могут быть партнерские, да, как мужчина-женщина, они могут быть дружественные, это могут быть где-то родительские взаимоотношения, это могут быть взаимоотношения под какую-то определенную задачу, бизнес-партнерство, да, или работа в проекте. И здесь у нас уже мы понимаем, что не всегда нужна вот это расслабление и полная дуализация. То есть где-то нужна активация, где-то нужен конфликт, потому что нужно видение с вообще совершенно другой стороны. И таким образом мы понимаем, что все взаимоотношения прекрасны, если они выполняют какую-то определенную задачу, потому что такие комфортные взаимоотношения, как дуальность, они приходят обычно позже. Да, то есть крайне редко они встречаются прямо сразу, потому что личность хочет расти, а для этого ей нужно поддавливать на ее слабые стороны. И здесь мы видим чудесные взаимоотношения для этого. Это взаимоотношения соцзаказа или взаимоотношения контроля, когда есть контролер и есть вы, и человек, который показывает все время вам на ваши недостатки, и вы можете в этом расти.
То есть в зависимости от задачи, которая есть сегодня, человек встречает определенные типы личности, определенные социотипы, которые помогают ему выполнить эту задачу, вырасти в каком-то деле. Или, например, как у меня, это взаимоотношения активации с моим супругом, когда мы очень активно движемся. То есть у нас достаточно мало отдыха, очень много движения. Мы очень много энергии вырабатываем, когда мы рядом находимся друг с другом. Мы не расслабляемся. Да? Точно так же здесь можно посмотреть и эзотерический аспект. Зачем пришла ваша душа в этот мир, какие у нее есть задачи, и под эти задачи обычно и подбираются партнеры. И вот таким образом, понимая, какая есть задача, вы можете увидеть, какой партнер вам нужен сегодня. И это не всегда дуал. Вот, хотя дуал это очень комфортно. Давайте рассмотрим третий вопрос. Когда не нравится ваш социотип, когда... не третий, прошу прощения, четвертый, когда вам не нравится то, в кого вы себя протипировали. И здесь опять-таки хочу начать с того, как вы себя типировали. Это были тесты или это был поход к специалисту, потому что тесты работают очень плохо. Мы обычно туда попадаем в суперэго или еще в ту картинку, кем мы хотим быть. Когда вы приходите к специалисту, вы можете с этим поработать, поспорить, рассмотреть другие варианты и узнать себя. И если же вы все-таки протипировали себя верно, потому что может не нравиться, потому что это действительно не вы, да, вы говорите, это точно не я, и тогда понятно. Но вопрос, что если вас протипировали верно, вы себя узнаете, но вам все равно не нравится, здесь уже следующий аспект. Во-первых, в какой семье вы родились. Если там были конфликтные ценности, можете посмотреть мои видео про ценности, тогда... вы понимаете, что вы жили не такой, как хотели видеть ваши родители. У них были другие ценности. Расскажу на примере своего ребенка. У моего ребенка ценности такие же, как у меня. Да? У квадры бета это борьба, это дать сдачу, это быть сильным, быть лидером. И нянь, который у нас был, он был очень добрый, очень мягкий человек из конфликтных ценностей, про любовь. И если я говорила ребенку, всегда давай сдачу, то он говорил, что нужно прощать людей, то есть более мягкий. И здесь мы уже видим конфликт. То есть если бы мой ребенок с такими ценностями родился в его семье, ему было бы сложно, потому что у него бы блокировалась там его агрессивность, его лидерские способности, его, собственно говоря, природа, она бы обесценилась совершенно. Потому что в квадре дельта, в четвертой квадре, нету ценности волевой сенсорики, а мой ребенок волевой сенсорики. И тогда мы говорим, что почему ты такой злой? То есть мы это блокируем, почему ты такой агрессивный, почему ты не даешь свои вещи, не хочешь делиться. Или как ко мне пришла на консультацию девушка, она Максим Горький, и самая большая ее боль, то, что без спроса заходили в ее комнату, без спроса залазили к ней в шкаф, брали ее вещи и так далее. И родители говорили, а что здесь такого? То есть у родителей были совершенно другие ценности, и у них не было в этом никакой боли. И каждый вопрос, который они ей вменяли, почему ты такая? То есть не принятие этой природы, не было в принципе понимания, что ассоциатипы могут быть разные, что самовыражение человека может быть разное. То есть мы, как родители, воспитываем детей как самих себя. И, соответственно, если рождается ребенок другого ассоциатипа, особенно с конфликтными ценностями, мы это не принимаем и пытаемся его переделать. Поэтому сегодня приходят люди на консультацию, говорят, меня протипировали в такой-то ассоциатип, но мне кажется, это не я не могу это принять, я другая. И тогда мы начинаем разбирать, а так ли это, или, возможно, просто заблокирована агрессия, или, возможно, кто-то не принимал, родители не принимали вашу эмоциональность, если вы Гамлет, к примеру, там, или если вы Гюго, тоже вас было слишком много, это не принималось, это блокировалось. И потом мы видим, на консультации ко мне приходит Гюго, которая не может проявляться вот в этой всей своей красоте, во всей своей прекрасной эмоциональности, потому что это тоже блокировалось в семье. Соответственно, здесь уже следующий этап – это разбор, а какая же я? То есть прийти вот, к тому, к себе самому, к своим истокам, к своим ценностям, к своей природе, к своим талантам, невзирая на то, как вас формировала семья. Следующий вопрос, который предполагается, это пятый, самый популярный. Я протипировался, я знаю свой социотип, я его, в принципе, принял. Что мне делать с этим дальше? Какие дальше действия? Вот мне сказали, что я Гамлет или Гюго или Робеспьер, что с этим делать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать вообще, какие задачи решает соционика. Зачем ее придумали? Прежде всего, соционику придумали для максимально комфортных взаимоотношений, для построения взаимоотношений под конкретные задачи, да, чтобы приносились максимальные результаты при минимальной потере энергии. Соответственно,
исходя из ваших запросов, что вы хотите, зачем вам узнать свой социотип, мы понимаем, что с этим делать дальше. Если вы хотите увеличить свои доходы или выйти на какой-то новый уровень развития, мы понимаем, что тогда вам нужно сместить фокус сюда. Если вы хотите максимально комфортно строить взаимоотношения, например, выйти замуж, жениться, найти себе пару или правильно воспитывать своего ребенка, понять, какой же он социотип и какой вы, то есть что вы ожидаете от людей. С этой темой очень много в дальнейшем можно работать. Например, достать свои таланты, достать свои способности, достать ваш уникальный способ зарабатывания денег и так далее, и так далее. И самое главное, вот что мне нравится в этом месте, что с этим можно делать, это понять прежде всего, что все, что с вами было в детстве, какие-то ваши комплексы, что это согласно вашего социотипа, что с вами все в порядке. Вот как я в предыдущем вопросе рассказывала про Максима Горького, то есть вот такая охрана своей территории, вот не любовь, когда трогают мои вещи, что это для вас естественно, что с вами все в порядке, что вы такой социотип, или ваша высокая эмоциональность, или как моя, например, высокая ранимость и чувствительность к людям, это тоже нормально, то есть со мной все в порядке. Это первое, что вы получаете после типирования по соционике. Такую вот, можно сказать, справку, что какие-то ваши вопросы, они на самом деле соционические. Вот хочу сказать еще пример, опять-таки, о Максимах Горьких. Несколько людей, которые обращались ко мне именно этого социотипа по типированию, у них были проблемы в школе с учебой, им было очень сложно учиться, и они очень сильно по этому поводу переживали. Да, почему? Потому что в бетте, например, да, в квадре, если мы возьмем эти ценности, очень плохо быть последним. Да, то есть это вообще непростительно. Ты всегда должен быть первым, ты должен быть лидером или хотя бы не хуже всех. И, конечно, когда здесь вопрос глупее, они очень сильно переживают и не могут с этим справляться. Соответственно, наверное, человека 3-5 ко мне обращалась именно с таким же вопросом, что им было очень сложно учиться, и они максимально сильно по этому поводу переживали. И мы видим, что здесь уже есть, то есть это тимно, мы говорим, соционики, то есть это уже очень откликается, потому что человек, которого где-то прищемили, где-то наступили на его волевую сенсорику, где-то ему резко ответили, оно его ранит, и он не может дальше учиться, например. Или возьмем же тех же Бальзаков или Робеспьеров, которые были в детстве зачастую очень замкнуты, много читали книг и так далее. Кто-то может сказать, что это стереотипы, но в целом, если с человеком все в порядке, этот стереотип, он оправдан. То есть действительно эти люди интровертны, им интересны новые знания, они с большой любовью получают какие-то интересные знания, и для них это нормально. А от них общество требует общительности, вечеринок, участия в каких-то драм-кружках или бегания вокруг елки на праздники, на Новый год и так далее. Они этого не любят и думают, что с ними что-то не в порядке. Соответственно, соционика прежде всего для того, чтобы понять вашу природу, понять, что многое, что с вами случалось в детстве, это нормально. Вот, и ваша реакция в этом месте тоже нормальна. И дальше уже разобрать, что с этим делать, как мы можем этим пользоваться. То есть не просто мы, как вот в гороскопе, знаем, что мы рыба или водолей, а что из этого будет, какое практическое применение. Да? Свои таланты, сильные стороны, слабые стороны, то есть куда мне двигаться дальше, если я хочу менять профессию. Какое, собственно говоря, мое предназначение, почему у меня именно вот такой социотип. Да, не какой-то другой. Почему у меня такое тело, такой взгляд, такая манера общения, что мне с этим делать и какая польза здесь в мире от того, что я такой. То есть этим можно дальше разбирать и получить новые выводы и новые инструменты для своей счастливой жизни. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, смотрите другие видео.